Здравствуйте, друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта Озеркан, и вы на канале Витаимлак. В последние дни меня завалили сообщениями мои подписчики, наши клиенты. В соцсетях сейчас настоящий ажиотаж. И, конечно, речь идет о повышении кадастровой стоимости. Я думаю, что вы, наверное, тоже слышали, если вы интересуетесь недвижимостью в Турции. Скорее всего, вы тоже посещаете все эти русскоязычные группы, где сейчас на самом деле паника, ажиотаж и так далее. Если кто-то не в курсе ситуации, я вам немножечко проясню. Дело в том, что в Турции во многих регионах, кроме Стамбула и Анкары, с разрешения, скажем так, нет такого, конечно, официального разрешения, но нет и запрета, а, скажем так, как правительство об этом знает и закрывает глаза, и сами же люди из правительства, да, из тех же там муниципалитетов, они тоже здесь живут, и они тоже знают, какая реальная стоимость и какая прописана в кадастровой, в ТАПУ, да. Сейчас правительство пытается с этим бороться и вводить реформу, и с 2026 года они хотят ввести реформу, где цены будут в регионах приближены максимально к рыночным. Конечно же, это сделано для того, чтобы увеличить бюджет, чтобы они посчитали, какой ущерб терпит правительство, когда такая разница между рыночной и кадастровой стоимостью, они терпят миллиарды там убытков, и на которые могли бы развивать инфраструктуру, могли бы там увеличивать тоже качество жилья социального, например, да, строятся какие-то парки, школы и так далее, и что бюджет реально государственный, они в этом теряют. В принципе, их можно тоже понять, да, но с другой стороны, как сделать так, чтобы с их же, получается, попустительства, да, люди, как бы, не может же быть так, что как бы государство разрешает платить налоги меньше, а люди будут говорить: нет, мы хотим заплатить больше налоги, давайте пропишем, как положено. Конечно, кстати, такие вопросы тоже задавали и наши клиенты и так далее, что вдруг будет такая ситуация. На самом деле, никто не хочет платить большие налоги, если есть возможность платить меньше, и это не нарушает закон, конечно, люди будут, и люди, застройщики, там, они тоже люди, все, конечно, хотят сократить свои какие-то расходы. И как же сделать так, чтобы выйти на этот уровень, ввести эту реформу, чтобы цены в кадастровой палате были прописаны реальные. А это ведь на самом деле плюс не только для государственного бюджета, это же ведь на самом деле повышает ликвидность жилья самих владельцев. Во-вторых, это позволяет в банках взять более реальные кредиты, потому что сейчас у нас, какая ситуация? У нас сейчас основные покупатели турки, и по сути они могут взять только какую-то маленькую часть от стоимости квартиры, там 1/3 часть, да, они могут пойти в банк, потому что в кадастровой стоимость указана именно такая, а если они возьмут больше, то, соответственно, хозяева должны будут там платить такой баснословный налог, около 40%, там 38-40% получается налог на прибыль. Вот. И как это сделать, чтобы как можно меньше пострадали владельцы жилья, застройщики и так далее. Поэтому эта реформа, как всегда в Турции, она не будет вводиться сразу. Они сейчас только запустили, такой слух, скажем так, посмотреть на то, как реагирует общественность. Также это повышение кадастровой стоимости будет защищать владельцев в том случае, если будут случаться какое-то бедствие, пожар, те же самые страховки, они же, получается, страхуют именно на ту сумму, которая прописана в ТАПУ, в кадастровой стоимость, которая прописана в документе о собственности. Соответственно, конечно, есть какие-то определенные и достаточно весомые плюсы, но есть и большие минусы, конечно, что при продаже будет такая большая разница, и налог на прибыль будет очень существенный. Ожидается, что повышение кадастровой стоимости будет там в 10-15 раз. Конечно, можно понять владельцев недвижимости, можно понять застройщиков, и, конечно, это вселяет какую-то панику и такие настроения. Но нужно опираться от официальных данных. Что мы имеем на данный момент, что подтверждено официально.
Правительство планирует привести кадастровую стоимость Раич-Бидель в соответствии с рыночными ценами, начиная с 2026 года. В некоторых районах рост оценок может составить до 10-15 раз. Новая система будет применяться с 2026 года, а в 2027 по 29 по мере повышения будут идти постепенно и составлять половину ежегодного индекса пересмотра. Ну и, конечно, когда власти наблюдали вот эту панику и так далее, они сделали заявление. Министр по делам местных органов власти Мустафа Демир заявил: мы не допустим, чтобы рост стоимости стал реальной финансовой нагрузкой для людей. Это заявление было сделано по поручению президента Реджепа Таyyипа Эрдогана, который тоже поручил тщательно следить за процессом повышения, чтобы не допустить необоснованных потерь для граждан и бизнеса. О чем это говорит? Как правило, в Турции будут, прежде чем ввести какой-то закон, делать они будут это постепенно. Потом у граждан будет все равно какая-то возможность оспорить вот эту разницу большую, этот большой налог, и там будут даны специальные сроки. Сначала дали до 7 сентября, но так как пролонгировали и будут вообще с 2026 года сейчас проводить эту реформу, соответственно, нужно просто следить за тем регионом, в котором у вас недвижимость, следить за местными новостями, и там, конечно же, будет тоже опубликованы эти данные, когда эту реформу начнут вводить. Все это будут делать постепенно, будем надеяться, что это так и произойдет, потому что, я думаю, что не до такой степени правительство хочет вреда своим гражданам, своим застройщикам, да и много кого это коснуться, застройщики, строительные компании и так далее. Тут полетит все бизнесы, просто закроются все агентства недвижимости, обанкротятся все застройщики, если будут, конечно, вот такие платить бешеные налоги, потому что, еще раз говорю, это было сделано с такого, скажем так, разрешения негласного, да, правительства. То есть все об этом знали и, соответственно, прописывали меньшую стоимость, чтобы меньше платить налоги. И сейчас резко, чтобы повысить, но это нереально. Это просто приведет к краху экономики регионов, да и вообще всей страны. Поэтому будем надеяться на здравый смысл нашего правительства турецкого. Будем желать им всего самого наилучшего, и пусть они заботиться о своих граждан, потому что мы все вносим определенную лепту в экономику страны. Поэтому, друзья мои, давайте без паники, я буду вас держать в курсе, мы следим за новостями, и обязательно, если какие-то новости появятся, я с вами ими поделюсь. Я желаю вам всего самого наилучшего. С любовью, Смерсина и Шанслар.